Когда я родилась в 1943 году, меня принесли вот в ту комнату и положили на кровать. Мне сейчас 71 год. Я всю жизнь там прожила, проспала, пролюбила, извини. Вот это жизнь. И жизнь моих друзей, моих соседей, вот Юрий Юрьевич Куликов, она точно так же связана с этим домом. Всеми ниточками нервов, всеми мыслями, всеми добрыми чувствами, всем уважением к тому, что было, да, мы связаны с этим домом. Потому что поэтому расставаться с ним нам невозможно. Для меня дом это прямо вот, я не знаю, ничего более такого у меня яркого в жизни не осталось. Я всегда думаю, мне даже сны снились страшные, что я вот иду и не могу найти своего дома. Иду, поднимаясь вот по этой улице Больничной, я и на Больничной пожил, она идет вверх гора, и мы тут темное пустое место. И это меня вызывало прям такое горе, как-то... И тут меня 7 лет ждали, вот это я могу сказать. Если бы был молодым человеком, была гулял и поздно приходил, окошко горит всегда, окошко, это бабушка меня ждет. Я живу в этом доме с 1900, возможно, 58 или 9 года. Я была маленькая. Меня привезли к бабушке. Здесь жила моя бабушка и дедушка. А родители мои жили на Дальнем Востоке. Папа служил, мама была доктором. Они жили в Комсомольске-на-Амуре, в Владивостоке. И у меня была старшая сестра, она была с ними. А меня раньше же тяжело было воспитывать детей, потому что сложно было няньки. Бабушки помогали. И меня год 8 месяцев или около 2 лет привезли, оставили у бабушки. Мне повезло в этом плане, потому что я детство мое прошло вот в саду и при любящих людях. То есть вот дед и бабушка у меня, видимо, хотя я, может, этого не стою, не чаяли во мне души. Это вот, но это свойство бабушки. А дед, он, говорят, своих детей не любил, вот сына и 2 дочери, а внука, вот он тут расставил. Вот это вот он, да. Весь этот дом утопал в цветах. Тут были одни цветники. И все жители дома имели свои участки и сажали цветы. Весь дом был, утопал в цветах. Это был один из самых красивейших дворов нашей окрестности, потому что были цветники. Люди не просто сажали цветы, а благодаря этим цветам они выживали. То есть эти цветы даже шли на торговлю. Вот наверху жил бывший владелец Казанской кондитерской фабрики. Вот, Николай Николаевич. Забыл. Нет. И вот он занимался, ему не на что было жить, а он, в общем-то, по природе был предприниматель. Вот он часть двора зашаживал цветами, там
прям георгины росли, тюльпаны, потом флоксы. И он торговал этими цветами и за счет этого жил. Я здесь как бы жил в детстве и сюда вернулся вот несколько лет тому назад, вот, когда не стало бабушки. Вот, то есть уже, так сказать, я принял решение жить именно здесь, не в каком-то другом месте, в котором я жил раньше. Вот, потому что как бы для меня вопрос так вот не стоял. Постоянно присутствовало какое-то ощущение старины, даже вот с детства. Вот я помню, когда какие-то там работы велись рядом и прочее, то есть постоянно вот мы мальчишками бегали, нам все было интересно. Начинают рабочие копать какую-то яму неподалеку там, и выясняется, что там через 70 сантиметров лежит брусчатка, причем очень качественная. То есть вот ощущение того, что мы как бы живем, так сказать, поверх каких-то других культурных слоев, оно всегда было. Вот. И раньше, и, может быть, к сожалению, даже моему глубокому, раньше как-то к этому более ответственное отношение было. Вот, несмотря на то, что в советское время, вот сейчас принято представлять так, что там все как-то было одновекторно, только вперед, как бы с корабля современности все сбрасывалось, но как бы все да не все. В свое время мы написали книгу, которая называется «Наш дом». Она не только о том, как создавался дом, но это комментарии, рассказы тех, кто в этом доме жил. Это необыкновенные, добрые, светлые, удивительные рассказы о том, как это все было. В нашем доме жил архитектор. В первом здании жил инженер-строитель, который строил этот дом. Сейчас там живут его потомки. Остальные жильцы давали деньги на это жилье. В 1945 году архитектор Навродский умирает. Умирает его жена. Сначала умирает он, потом умирает она. Семья была бездетная. И квартира перешла к государству. Моему отцу и семье моего отца, как фронтовику, пришедшему с фронта, в честь победы, дали всего лишь одну комнату. Вот ту комнату. А потом постепенно с годами коммунальная квартира превратилась в трехкомнатную полноценную квартиру для одной семьи. Ну и по случаю победы решили, что нужен еще, жизнь должна продолжаться, и на свет должен еще появиться один человек. И в 1946 году, в конце 1946 года появилась я. И в этом доме я проживаю со дня рождения и по сей день. Я не помню, как мы маленькая я была. Но этот дом был большой,
нам принадлежала вот часть этой квартиры, в которой мы сейчас находимся, вот 2 комнаты. Была самая большая как бы из коммунальной. В этой коммунальной квартире жили 3 семьи. Вот в одной комнате жили семья зубной врач, муж ее не помню, кем работала, и девочка у них была. В той 10-метровке жили 4 человека, 2 взрослых девочки, значит, муж и жена и 2 взрослых девочки. Причем мужчина тяжело болел и умер в конце концов. То есть вот представляете, в 10 метрах люди жили, у них был стол, у них были кровати, они делали уроки, ели, и все успевали, и пекли пироги еще, понимаете, все успевали. Дом этот вернее, не принадлежал, а был построен для работников завода РЭП, ремонтно-эксплуатационная база, 25 лет октября, или Затон, 25 лет октября. И очень много было людей с форменной одежде, с пуговицами, в 2 ряда, в этих самых фуражках. Речники. Речники – это были люди, конечно, на Волге №1. Это был нежилой изначально дом, мешочная. То есть здесь хранились, насколько я понимаю, пустые мешки. Это был склад мешков, потому что это было нужно для мельницы. Их, видимо, такое вот большое количество, что для этого построили отдельное здание. А потом, после революции, видимо, стало класть нечего в мешки, очевидно. И стали использовать его как жилье для рабочих. Надстроили вот этот 3-й этаж, то есть вот эта, собственно, квартира, в которой мы находимся, это надстроенный 3-й этаж. Насколько я знаю, дом очень старый, строился в несколько этапов, то есть вот если по, так сказать, нисходящей пойти, в 17 году был надстроен верхний этаж, то есть он как бы формально сейчас считается 2-м, то есть по факту он 3-й. Вот, тот первый этаж, который сейчас является цокольным, то есть когда-то там была каретная мастерская, этот дом, так сказать, есть на многих фотографиях у Карелина, и Дмитриева и так далее, то есть есть очень много таких видовых фотографий. Вот, дом хорошо видно, там дом, ворота, и придомовая территория, внизу была каретная мастерская. До 17 года, опять же, 2-й этаж, он как бы был весь, как бы сейчас сказали, в аренде, да, то есть пользовался, то есть дом принадлежал, так сказать, на правах пользования. Была такая семья немецкая Микльштетте, вот. Они уехали в Ригу, вот, в 17 году бежали фактически. Да, говорят, что в войну здесь была аптека. У нас здесь у всех по несколько сарайчиков, каких-то таких помещений. И вот наш сарайчик находился под лестничной клеткой. И когда мы там разбирали старые вещи, там был какой-то такой комодик с огромным количеством ящичков. В ящичках были такие клеточки из деревяшечек. И в каждой деревяшечке стояли пузыречки стеклянные с притертой крышкой. Видимо, это были какие-то такие пузырьки для лекарств. Это была зима. Мне было 3 года, наверное, с чем-то, может быть, 4. И уронили чернила на снег. Уронили чернила на снег, но это вы вырежете обязательно. Уронили, и чернила разлились по снегу. И я помню, как я горько плакала. Мне так было жалко этот белый снег, который... И чернила, я не помню почему, но это было... Вот я до сих пор помню какую-то вот печаль глубокую за то, что белый снег, и эти чернила. И меня стали успокаивать. Сказали: Наташа, так положено, говорит. Когда переезжаешь с места на место, положено на снег выливать чернила. Потом я подумала: Господи, мне же было 3 года, мне просто сказали, что вот так вот надо, чтобы я не плакала. А я всем лет до 50 говорила, что положено на снег лить чернила.
Вот у Алексеева была машина Победы. И вот на этой Победе нас, детей, это уже просто про него, мы его ждали все с нетерпением, потому что он нас усаживал в эту машину, нас набивалось, там вообще ужас один. По 3-4 человека сидели друг друга на колени. Набив эту машину, нас он покатал по улице Ульяновой. Ну и не только по Ульяновой он катал нас. Он организовывал, вот, в общем, их семья. Нас возили в Зеленый город. Родители не могли этого сделать. Весной всем двором. Нас водили на Щелковский хутор кататься с гор на лыж. Это была семья Алексеевых. Мы первый телевизор, который был, это был в семье Ростислава Евгеньевича Алексеева. Это такое спаренное кресло, грубо говоря. То есть человек сел, там, курить или что-нибудь еще, не знаю. А ноги, чтобы можно было в разные стороны и, так сказать, тогда можно глядеть друг на друга и общаться, да. Вот это, она из Арзамаса, это, ну, кое-чего осталось из Арзамаса, но мало. Меня сюда принесли вот из этого приюта, вот роддом такой есть на Фигнах туда, и вот меня туда принесли. И она была жива еще, и она только сказала, говорит, хороший мальчик. Вот. Но она умерла, видимо, летом. Вот умерла в 42-м, и похоронена была в Марьиной роще, вот такое кладбище у нас есть, но могила потеряна. Была война, и, видимо, там еще была такая вещь, что там хоронили расстрелянных людей. Там ров был какой-то, типа братской могилы. И это вот так вот. Они поставили дощечку на каком-то холмике, я так понимаю. Почему-то написали Варвара Александровна Ахмаметьева, ну, видимо, в память ее вот, последнего мужа. Но она вот умерла здесь. Вот она в этом доме жила, общалась вот с дедом Чешихиным, такой Чешихин, такой довольно знаменитый человек. Их, по-моему, братья были они. Вот. И они вот с этой Варварой Александровной сюда разговаривали по-французски, потому что они владели этим языком. У Чехова в комментариях в полном собрании он там есть, я даже Тане показывал, вот видишь, там дед твой фигурирует, Чешихин. Вот швейная машина вот так стоит на этом самом месте, вот уже там больше 50 лет ее. Вот, то есть всю жизнь, то есть дед работал, она была дома с детьми, что-то шила, широкой души был человек. То есть вот вспоминая случай, у нее была глаукома, мы ее каждый год возили в больницу 35-ю на профилактику. Вот, и каждый раз, значит, когда я ее забирал там оттуда через 10 дней совсем, то есть там после выписки, то есть вот чуть не все отделение всегда выходило ее проводить. Вот настолько вот она умела как-то вокруг себя сплачивать людей. Вот. Вы себе даже не представляете, да? Конечно, это место привлекает некоторых наших предпринимателей, которые бы рады любыми путями завладеть местом, чтобы
развивать свой бизнес, даже несмотря ни на что. Тут начались поджоги. Это вот я 93-й год, просто он яркий. Тут я уехал как раз в Швецию, и я разговариваю с работой, и там как люди мнутся. Оказывается, у нас тут был пожар. Ну, дом подожгли неправильно. Ветер от дома дул. И они с той стороны подожгли. Я не знаю, может, это случайность, но дом, как он уцелел, я тоже не знаю, потому что тут страшное дело было. Тут Лена была прямо в разгаре этих событий, как она за бельем лазила наверх. Это было страшно. А там газ пошел вот этот, и там взрыв. Она что-то белье вспомнила вдруг. Да, мы там сушили белье. А дальше нас пытались выкинуть из него ну, куда угодно. Сначала на автозавод, потом в Печоры. Вот. И мы тогда просто аккуратно отвечали на вопросы. Когда нас требовали, чтобы мы шли, выезжали, мы говорили, что у нас хорошая квартира. Если вы хотите, давайте оценим их, и вы купите у нас нашу недвижимость, мы собственники. Вот. Ну и вот благодаря вот как бы вот этим вот всем действиям аккуратным нас оставили. Но еще, наверное, и потому, что, вот я говорю, мы не мешали им строить. Они уничтожили вот наше как бы окружение, вот этот сад уничтожили. Когда рубили сад, вот этот, который окружал наш дом, вот Ольга Александровна, она тебе... Свекровь. Она заболела, Они потому у нас что... все заболели. Ну, что они, трое. это сократило жизнь их, это точно. Она сказала: Танечка, срубили березу, под которой мы с Мишей объяснялись в любви. В общем, мы довольно долго сидели на чемоданах, а сейчас вот все-таки решили отремонтировать, по крайней мере, балкон, потому что очень хороший вид. Хочется здесь устроить маленький персональный рай, чтобы любоваться на окрестности. Ну, будем жить, пока нам дают же здесь жить. Это когда уже вот начали строить вот этот вот вторую часть этого дома, вот, тут была целая потасовка, потому что тогда к нам пришло довольно много ребят, у меня даже где-то есть отснятые материалы, как мы защищали нас это. И что самое удивительное было, это когда здесь стоял милиционер и говорил: товарищи, ну вот они могут тут делать, а вы уж идите в суд и доказывайте, что они не правы. Да жуть. Вообще это какой-то страшный сон, потому что... Страшно. Да, это... Сейчас все А как-то потом уже... нам хотели поставить забор буквально в полметре от наших этих ступенек выходных. Да. Вот. И, честно говоря, я вот тогда подняла всех моих мужиков. Мы этот забор снесли, поставили вот этот свой забор и сказали, что мы дальше вас не пустим. Да, можно, но сейчас доделать часть работы, можете спросить, наверное, да, дальше. Да. Да. Еще до кризиса 2008 года существовал, в общем-то, такой вполне себе уже конкретный план сделать здесь на московские деньги
клубный поселок коттеджного типа Благовещенская Слобода. Этот участок собирались купить москвичи, московские девелоперы. Значит, здесь предполагалось снести вот эти наши дома и построить именно что вот коттеджи. Но наступил кризис, деньги у московских девелоперов кончились, насколько я понимаю, и этот проект благополучно приостановился. Что касается планов к 2018 году, то есть с деньгами под чемпионат, я так понимаю, что самое главное, что здесь планировалось сделать, на месте вот этой свечки элеваторной от мельзавода оставшейся, поставить отель. И вот у нас, честь и хвала нашему ленинскому исполкому, они выбили у нас в парке, в том месте, еще раз повторяю, где деревья не росли, а росли только поля с большим трудом и кусты, там болота, решают построить ФОП Ленинского района. Это, конечно, большой подарок, это счастье для Ленинского района, потому что просто здорово. И место это более-менее облагородилось. И вот когда к нам должны были приехать отцы города, смотреть площадку для этого самого, для места под ФОП, вдруг к нам прибегают наши люди, которые занимаются благоустройством нашего дома. Я не знаю, как они тогда назывались, ДУК или ЖЭК. Вот. И срочно наши балконы пытаются привести в порядок при помощи гипсокартона, там, гипса какого-то. И, в общем, выглядели они хорошо в течение, наверное, года, конечно. Нет, наш дом, у него не было планов, потому что, согласно планам, на этом месте должен быть Октябрьский бульвар. То есть мы стоим прямо на территории Октябрьского бульвара. Или стоянка автомобилей. Но единственное, что мешает сохранению и желанию остаться здесь, это некая неуверенность, что завтра не придет какой-нибудь градоначальник и не скажет, что все это надо снести. Все остальное посильно и решаемо, по-моему. Так что сейчас живу, я считаю, в очень хорошей квартире, и нам, наверное, лучшего не надо. Можно здесь доживать. Машины здесь будут стоять, но, наверное, нас когда-то будут ломать. Да, это все совершенно очевидно, да. Но дороги наши короткие стали уже. Мы ни на что не претендуем с точки зрения, жизнь, она укоротилась здорово, потому что сколько мы можем рассчитывать на что? Когда рубили деревья, в общем, не хочется об этом даже думать и вспоминать. Да, дом построили, дом большой. Его заселили люди. Но они не виноваты в том, что... Они ни в чем не виноваты абсолютно. И представьте себе, мы с ними подружились. В доме мало жильцов, и оказывается, что тут, когда высокий дом большой, там на 100 квадратных метрах этих жильцов тысячи и тысячи. Они по рублю скинулись, и у них уже 100 тысяч. А у нас И у нас, когда речь идет о том, что надо что-то тут подлатать, да у вас денег нет, нам говорят все время. И да, их нет. И он, конечно, приходит в упадок, к сожалению.
мы, конечно, много сделали вот для своего дома. То есть мы за эти вот годы, 90-е и 2000-е, мы все-таки покрыли крышу, мы отремонтировали террасы. Вот. Мы стараемся как-то поддерживать вот в доме в порядок. Вот. Но не все у нас получается, потому что денег трудно. нас мало. Вот. Но тем не менее, вот как-то, может быть, это вот участие в этом конкурсе, ну, как-то немножечко преобразит наш дом. Вот. Ну и из уст наших историков, да, мы узнали, что если, значит, что если начнется строительство вот здесь, вот на месте нашего дома, то памятник, то есть дом Алексеева, который на сохранности, может или потеряться, так как изменится кругом все, или просто разрушится, вот свалится вниз, так как практически всю территорию берут. Даже размежевание не совсем честно прошло. Кусок земли взяли от дома Алексеевых. Да, в общем-то, у нас не было разделения, был общий двор. Что там наделили, как поделили, это все на совести нашей администрации. Наверное, его не любит наш дом, как иногда не всех стариков любят в семьях, понимаете? Иногда думаю, дедушка уже надоел тут вот. Небо коптит. Понимаете, иногда стариков любят, обожают просто бабушке 106 лет, мы бабушкой гордимся, ей 106 лет. И бабушке 110 лет, и бабушка умирает, и все рыдают. Любили бабушку. А есть дедушки там 80, он еще может там все что угодно. Жив-здоров. Надоел, старикашка. Вот. И вот старые дома эти, конечно, ну, знаете, как часто бывает? Мы теряем что-то, а потом жалеем. Ильинку мы все жалеем, конечно. Наш дом такой крепкий, его фиг свалишь. Потому что у него толстые стены. А кто-то хотел? Нет, пока не хотели. Ни разу не было такого прецедента. Нет. Потому что, чтобы дом валить, надо нас расселять. А нас хоть и мало, но довольно много. Я спою, раз уж так просите. Я спою серенаду, которую Анне Семен мне нравится. Серенада Смитта из оперы Безе «Искатели жемчуга». Может, слышали такую серенаду? Ля-ля-ля-ля-ля, ля-ля-ля-ля-ля, ля-ля-ля-ля-ля. На призыв мой тайный и страшный, о, друг мой прекрасный, выйди на балкон. Красив свод неба атласный и чистый и ясный мандаринный звон. О, дари средь ночи улыбкой, и я стан твой гибкий обниму любя. От зари до утра прохлады я петь серенады буду для тебя. Ля-ля-ля-ля-ля, ля-ля-ля-ля-ля, ля-ля-ля-ля-ля.